Это наша погрешность. Ровненько. Лезвие острое должно быть. Мельче возьмем надфиль. Дальше деталь L3. 3,4 миллиметра. Вот здесь вот. Они сделаны неправильно. Но они слишком мелкие. По чуть-чуть. Много не нужно. Устанавливать по месту. Ну, вроде как, ничего так получилось. Нормально. Ну, примерно все это у нас вот так выглядит сейчас. Створки, бронестворки, лаза, механика водителя. Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео продолжаем собирать модель легкого советского танка Т-26 в масштабе 1:35. И в прошлом видео, в прошлой части, остался вопрос, а какую же форму имеет эта самая деталь J-16? Давайте отделим ее от временного, так сказать, от временной установки, да. Есть. Чуть-чуть подрезали. И вот так оно. Легко, собственно, и отделилась. По сути дела, я сам себя и запутал. Потому что мне казалось, что если деталь J16 приложить к детали J10, ну, доработанной, естественно, да, то вот этот вот срез, скажем так, он должен быть одинаковым практически. но не все так просто оказалось. И благодаря фотографиям, которые были найдены в интернете, И определилось, что вот эта часть, вот она, лишняя. То есть ее нужно срезать. и тогда, как говорится, все станет на свои места. Ну, давайте так и сделаем. Проведем риску. Так сказать, затаив дыхание работаем. Ну да. О, хорошо. Чуть-чуть уберем. Мгм. Все. Вот по факту эта самая деталь J16 должна иметь вот такой вот вид. Необходимо вернуть вот в эту часть вот такой же стопор, чтобы эта самая деталь J14 при примерке не проваливалась вовнутрь. Как на деталь эту самую J16, так и уже на доработанную деталь J10. Вот здесь. Давайте этим и займемся. Попробуем так. Немножко по-топорному. Все равно внутри, все равно ничего не видно. Да, но зато будет быстрее и проще. Давайте отсюда. Так, чтобы не сильно грубо было. Оп. Прочертим метку примерно, где нам нужно будет приклеить. Вот наша метка. И вы можете видеть, что должен быть небольшой уступ. То есть бронестворка должна сидеть чуть ниже, чем срез
деталей вот в этой части. Дальше нам необходимо снять деталь J10. Давай. Ага. И с этой стороны тоже посмотреть, где ляжет стопор. Хорошо. Хорошо. Здесь есть теперь с этой стороны. О, вот теперь у нас приблизительно очень даже неплохо. Есть такое дело. Теперь вернем на место деталь J10. Так, аккуратно. Раз и два. Да, хорошо. И ту же самую J16, так сказать, уже правильной формы, наконец-то такой, какой она должна быть, тоже вернем на место. Да, стоит на своем месте и хорошо. Ну что ж. А дальше у нас будет сцена печальная. При работе с чертежами был выявлен недостаток. А именно вот в этой всей части. И сейчас мы его с вами увидим. Итак, чертеж. Деталь J1. Эта створка, бронестворка у нас верхняя, скажем так. И что мы увидим? А увидим мы, что длина ее на модели гораздо меньше, нежели на чертеже. Вот чертеж, вот бронестворка. Это ужасно, потому что придется исправлять. То есть, по сути дела, длина лаза механика-водителя больше, нежели на модели. Давайте выясним, насколько же, то есть осуществим замеры. Да, 19,2. Это ширина на чертеже. Теперь возьмем деталь J1 и вот так вот сомкнем штангенциркуль. Что у нас получается? У нас получается 18,2. Ну да, 18,26. То есть ровно на миллиметр бронестворка меньше, чем по отношению к чертежу. В общей сложности, если посмотреть на фотографии, то так оно и есть. Чертеж более точный, нежели модель в этом отношении. Посему придется переделывать. Хотите вы того или нет, мне тоже не очень хочется, но придется. Ладно, поехали. Ну чего, собственно, исправить это нужно. Потому что вот этот срез, он должен быть как раз вот в этой части бронемаски, пушки. Итак, у нас
чертежная, да, скажем так, длина на чертеже 19,2. Вот они. Ну, 6 сотых мы уберем, да, не будем принимать во внимание, естественно. Замеряем от Внутренней части бронелиста. Да. Оно еще хорошо не ложится, вот, потому что заклепки мешают. Итак, Ага, вам не видно. ну ладно, я уже сделаю, потом посмотрите, в смысле, уберу руку и будет видно. То есть, вот у нас риска, и вот этот край должен находиться вот здесь. Но есть проблема. Дело в том, что под деталью J16 есть такой небольшой уступ, чтобы она могла быть приклеена. Его, естественно, снимать нельзя. Плюс ко всему, заклепки, вот они. Ну, их бы хотелось сохранить, потому что если все заклепки мы срежем, это надо будет слишком долго и нудно все восстанавливать. Поэтому нужно как-то отпилить таким образом, чтобы сохранить заклепки. Потом еще раз срезать некую часть и, подвинув часть детали отрезанной с уступами и заклепками таким образом, чтобы внутренняя часть детали J16 ложилась вот по этой линии. Вот загнул, да? Ну, а что делать? Придется. Да. Хорошо. Давайте разберем всю эту примерочную нашу конструкцию. Так, есть. Нам нужна деталь L9. Вот она перед вами. Кстати говоря, вот этот крой тоже придется переделывать. Проведем такую линию, по которой будем пилить. Да, за которую заступать при распиливании нельзя, да? Дальше установим феногель и при помощи лобзика все это дело и отрежем. Хорошо. Вот наша деталь, ну то есть заготовка, повторюсь еще раз, L9. И нам необходимо отрезать вот такой вот маленький участочек, не повредив заклепки и оставив уступ, как это было сказано ранее. Использовать для такой тонкой операции будем инструмент под названием лобзик ювелирный. Он уже не первый раз принимает участие, так сказать, в наших видео. Есть фильм, скажем так, непосредственно который рассказывает о том, как правильно пользоваться данным инструментом. Заходите на канал, посмотрите. Мне кажется, это очень полезное видео. Ссылку оставлю в описании, и подсказка обязательно появится. Но начнем с того, что сделаем засечку возле линии распила, Чтобы пилка не ушла в сторону. Может такое быть, может. Поэтому поможем этой самой пилке, ну, скажем так, взять правильный курс. Так, аккуратно поехали. Тихо. Да уж. Получилось, мягко говоря, криво. Ну ничего. Исправим. Ёлки-палки, что творится? Есть.
будем считать, что пока более-менее. Вот так это должно быть. Вот оно. Вот оно стало. Ну, понятно. Тут нужно будет подклеить. Да, привести в порядок. И, в общем-то, в общей сложности у нас есть уже даже запас небольшой. И привести это все в порядок. Так, с этим мы разобрались. Пилить нам больше вроде как в ближайшем будущем ничего не нужно. Но если будет нужно, опять, так сказать, переместимся в цех по распиливанию, да, скажем так. Ладно, сейчас наведем порядок и вернемся, так сказать, в привычное рабочее состояние. Теперь разберемся, что в общей сложности получилось. Можно пойти двумя путями. Первый путь. Вот здесь подклеить полистирол, потом чуть тоньше. И потом приклеить и зашпаклевать. А можно просто выровнять вот эту линию. Подклеить чего-нибудь ровное сюда, да, и просто нарастить материал по всей длине. И я думаю, что, конечно же, такой метод будет правильный. Ну, давайте и приступим. Чего, собственно, тянуть. Аккуратно проведем линию под 90 градусов. Нанесем риску. Подровняли. Конечно же, нужно будет нарастить еще в этой части, вот здесь, потому что при распиливании немножко, естественно, длина уменьшилась. Теперь подберем толщину. Да, должен подойти. Хорошо. Для начала подровняем сам полистирол, так, чтобы он имел, так сказать, правильный угол, да? Что потом будем резать его. Да, ну примерно вот так это будет. Приклеим все-таки вот таким образом, а лишнее срежем, так сказать, с наружной стороны. Ну вот так придавим. Теперь необходимо подождать, пока высохнет. Дальше займемся наращиванием длины вот этой вот отрезанной детали, потому что она короче.
Да, ну чуть-чуть больше, но это мы уберем, да. Это уберется, это не проблема. Ладно, пусть сохнет. И вернемся уже, когда все затвердеет, так сказать. Прошло немного времени, и место соединения просохло немного. Ну, можно с ним, наверное, работать уже. В общем-то, ложится очень даже неплохо. Да, садится, так сказать, на свое место. Хорошо. Примерим, что получается. Ну, вот так пристыковывается, скажем, срез наш доработанный. Давайте будем клеить. Ай-яй. Вот теперь. Вот теперь хорошо. Пока оставим, чтобы просохло. А дальше нам необходимо заняться наращиванием длины верхней створки, бронестворки и нижней бронестворки. Ну, собственно, этим сейчас и займемся. Толщина полистирола составляет 0,4 мм. Наращивать длину будем на 1 мм. Ну, чуть-чуть меньше, естественно. С каждой из сторон. То есть здесь подклеим и здесь подклеим. И тут точно так же. С одной стороны подклеим и с другой стороны подклеим. Ну, чтобы не нарушать, вот петли у нас находятся. Если они позиционированы правильно, то пусть так и останутся. Отрежем полоску 0,9 мм.
будем приклеивать. Прижмем хорошо. Оставим просыхать. Следующее. Промахнулся немножко. Ничего страшного. Поправили, да? Хорошо. Ну, тоже можно отправлять просыхать. Подождем, пока хоть немножечко затвердеет наш клей. Ну и дальше продолжим. Прошло некоторое время. Детали подсохли. Теперь необходимо убрать все лишнее и, так сказать, привести в порядок. Давайте приступим. Деталью J1 справились. Теперь деталь J14. J14 готово. Но опять же, это черновая такая зачистка, скажем так. Далее необходимо все поставить на место и примерить, как и что у нас получилось. Ну, давайте этим и займемся. Первой поставим на место деталь L9. Дальше были детали L3 и J2. Но их временное крепление меня не очень устраивает, поэтому давайте сделаем по-другому немножко.
А деталь L3 теперь аккуратно подклеим, потому что удерживание ее скотчем не очень удобно. И таким же образом на клей аккуратно возьмем J16. Вы, наверное, заметили, что после того, как вы подвинули деталь J16 на миллиметр влево, естественно, L3 теперь нужно будет тоже подработать. Но это позже, потому что тут нужно будет и заклепки посчитать, и, может быть, сместить их. Поэтому с L3 разберемся позже. Все-таки подклеить придется, я чувствую, эту самую деталь L3. Вот так. И вот так. Да. Заодно и здесь уже закрепим. Вот таким вот образом. Хорошо. Первой будем примерять деталь J14. Это нижняя створка. Давайте попробуем, хорошо ли она станет. Ага. Ну, скажем так, по ширине очень удачно она подошла. Но из-за того, что произошло смещение, части петель не совпадают, поэтому она не может стать на свое место. Давайте положим сюда. Можно видеть, что часть петли не совпадает с чертежом. То есть на чертеже петли стоят шире. Ну тогда что поделаешь? Придется срезать и сделать новые петли. Раз и два. Еще раз примеряем. О, ну вот теперь стоит практически на своем месте. Так, так. Стопоры слишком высоко здесь сидят, нужно будет их подрезать. Да, да, а по ширине зашло очень даже неплохо. Подрежем стопор. Сейчас снимем нашу деталь. Теперь на детали J16 нужно подрезать стопор слегка. Чуть-чуть. Ага, она у нас не очень хорошо держится. Ну так их, ладно. В который раз примеряем. Ничего не поделаешь. Так, это примерно у нас становится. Да? Ага. Теперь верхняя J1 по ширине тоже. По ширине тоже, в общем-то, неплохо. Не совсем правильно, потому что легла на вот этот вот второй уголок, которого не будет. Соответственно, дальше придется думать, что с ней делать. Скорее всего, придется удлинять.
Ну и, конечно же, нужно еще примерить крышу подбашенной коробки. Это у нас деталь J11. Срежем скотч аккуратно, чтобы он нам не мешал. Прикладываем. Ага. Прикладываем и видим, конечно же, что нам необходимо, конечно же, заняться вплотную створками. Следующий этап. А именно, сделать новые петли на нижней створке и на верхней, которые вот отсутствуют, потому что мы их срезали. Сделать их правильными. Убрать оба два этих угла, скажем так. Сделать новый. Нарастить, как вы уже знаете. Подогнать, чтобы все было красиво, хорошо прилегало и соответствовало чертежу. Ну и вот этот вот крой тоже поправить будет нужно. И данную деталь потом уже обрежем и заклепками разберемся. Ну вот такой дальнейший объем работы. Ну, давайте приступим, так сказать.